Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Нет горшочков? Не беда. Сегодня я поделюсь, что готовлю в самых обычных банках. На первое, второе и гарнир. Все будет очень просто и полезно. И можно одним махом накормить всю семью, исполнить все их заказы. Поехали? Поехали. И начну я с капусты. На мой взгляд, тушеная капуста в духовке самая вкусная. Тонко шинкую. Я буду делать 2 баночки. Для этого граммов 300 понадобится. Я хочу капусту с грибами, а Сережка заказал с мясом. Сейчас будет исполнено. Немножко еще в нескольких местах пройдусь ножом, чтобы было потом удобнее есть. Миска. Перекладываю капусту. Беру морковь и натираю прямо в миску, граммов 100. Есть такое дело. Половинку небольшой луковицы нарезаю на мелкий кубик. Перекладываю в миску. Соль по вкусу. Черный молотый перчик. И добавлю немножко сушеного чесночка, именно сушеного. Есть, можно добавлять. Сейчас беру и все это перемешиваю руками и немножко жму капусту. Хорошо жму, чтобы она аж сок пустила. Как раз и соль растает, и лук, все перемешается. О, идеально. Конечно же, в капусту нужно добавить томатный сок или томатную пасту. У меня здесь примерно полстакана. Сейчас посмотрю, будет ли достаточно. Уже вижу, друзья, что мало, поэтому смело добавлю пол столовой ложки томатной пасты. У меня из морозилки. Ой, уже и растаяло. Идеально. Все хорошо перемешиваю. Все, основная заготовка готова. Можно приступить к грибам. Так как я хочу капусту с грибами, возьму пару грибов. У меня шампиньоны. И меленько нарежу. Так, есть. Сережка захотел с мясом. Беру кусочек мяса. У меня маринованное в соусе терияки. Шашлычок делали. Очень вкусно получилось, кстати, друзья. Оно уже тает, я смотрю. Да, я специально и оставила. Я же планировала на сегодня. Думаю, детей же чем-то надо кормить. Тоже беру, меленько нарезаю. Все. Обязательно берем чистые сухие баночки. Это важно, друзья. Оп. В одну выкладываю грибы. Слой капусты. Снова грибочки. Капуста. Немножко уплотняю. Грибы. И так, пока не закончатся ингредиенты. И банка не наполнится. Так, эта баночка готова. Приступаем ко второй. На дно мясо. Сережка, наверное, еще кусочек тебе подрежу мяска. Капуста. Снова мясо. Немножко уплотняю. Видишь, сколько сока? Капуста. И подбавлю во вторую баночку, друзья. Вместе с соком. Миска пустая. Идеально. Глаз алмаз. Мастерство не пропьешь, друзья. В каждую баночку добавлю по кусочку небольшому лаврового листа. Много не нужно, будет горчить. Куда мы его всунем? И сверху немного какого-то жира. У меня это будет смалец. Вот так, совсем чуть-чуть. Все. Эти баночки готовы. Поехали дальше. Следующие баночки сделаю с картофелем. Также понадобится мясо. Хорошо, что оно замариновано, друзья. Оно и быстро приготовится, и мягким будет. Оно уже мягкое. Нарезаем. Также для вкуса и для украшения, друзья, добавлю сладкий перец. У меня из морозилки. Уже немножко подтаял. Как запахло летом. И рядышком натру немножко моркови. Беру баночки. Оп. На дно выкладываю немного мяса. Морковь. Сладкий перчик. А картофель возьму, разрежу на 4 части и прямо вот так вот в банку на кусочки. Все очень быстро, друзья. И во вторую баночку. Быстро, просто, хаотично. Вообще хочу сказать, в эти баночки можно добавить все, что у вас есть в холодильнике. Снова мясо. Побольше мяса, что не кричишь? Морковь. Сладкий перец. Даже грибочки можно сюда, друзья. Вот так вот. Просто, быстро, хаотично. Хорошо прижимаю, чтобы вошло.
Добавлю еще картофеля. Снова мясо. Дети любят мясо. И Сережка И тоже. Сережка тоже. Да. Так. Я еще думаю, можно добавить еще немножко картофеля сверху. Чтобы баночки были полные-полные. Также сюда по небольшому кусочку лаврового листа. Совсем чуть-чуть. Лишь бы только пахло. Соль. С солью я буду аккуратно, потому что у меня маринованное мясо здесь. Есть. Труханем немножко черного молотого перчика. По вкусу. Ну да. И также сверху в эти баночки я добавлю топленого масла. По пол чайной ложечки. Все, эти тоже готовы. Опа! Поехали дальше. Поехали. А сейчас суп. Я хочу легкого вкусного супа. Для этого мне понадобится любое мясо. Лучше курятину. Она быстрее готовится и наверняка приготовится. Нарезаю на кусочки. Сколько хочешь мяса? Побольше. Ты спрашиваешь, сколько я мяса хочу? Ты же суп хотел. Ладно, будет тебе мясо. А вот так нарежу. Быстро, просто, хаотично. Будет у нас с тобой, Сережка, диетический вкусный суп. Раскладываю мясо в баночки. Сейчас вымеряю, кому больше, кому меньше. Морковь. Для аромата немножко сладкого перца. Половинку луковицы на мелкий кубик. Также раскладываю по баночкам. Половинку сюда, а половинку сюда. Какой же суп без картофеля? Хотя, друзья, я бы добавила кабачки вместо картофеля. Сережка, с Сережкой моим это не прокатит. Любит он суп, борщ именно с картошкой. Все, нет картошки, это уже не еда. И сюда. По половинке картофелины. И добавлю буквально чайную ложечку, не полную, какой-то крупы. У меня это очень вкусные макароны, цельнозерновые, какие-то итальянские. Мне писали в комментариях, друзья, что это не просто макароны. Меня угостили, поэтому вот. Конечно же, соль по вкусу. Немножко лаврового листа. Прям по кусику такому маленькому. Что еще добавить? Конечно же, острых ощущений можно. Перец. Да. Так, есть. Ну и добавлю по капелюшечке, Сережка, для тебя любимого, совсем чуть-чуть сушеного чесночка. Собственного производства. Да. Как мы его делали, друзья, ссылочки оставлю. И последний штрих, друзья, капелюшечку топленого масла в каждую баночку. Беру чистую воду, холодная, и заливаю по плечике. Осталось только взять фольгу и сделать из них крышки на банке. Все очень просто. Прижимаем, и крышечка готова. Переставляю на сухой противень. Ставьте лайки, друзья, а я баночки в холодную духовку. Включаю вверх-вниз, 200 градусов на 90 минут. Сейчас будет самый быстрый и самый вкусный в мире завтрак, друзья. Сковородку на огонь, немного растительного масла, пусть греется. В миску разбиваю 2 яйца, немного соли, черный молотый перчик. Взбалтываю вилочкой. Когда яйца взболтались, добавляю 100 мл молока. Снова перемешиваю. И эти гренки, друзья, помню еще с детства. Часто и мама, и бабушка готовили сладкие, соленые. Какие кому нравятся. Правда, Сережка, будь здоров. Это точно. Беру черствый хлеб, у нас уже такой вот, и нарезаю на кусочки. Когда сковорода нагрелась, беру ломтики хлеба, окунаю в эту смесь и выкладываю в сковородку. Обжариваю с 2 сторон до румяной красивой корочки. Когда хлебцы подрумянились, переворачиваю. И еще несколько минут. Они такие аппетитные. Не пахнут вкусно, и они вкусные. Просто, быстро и вкусно. Готовые гренки выкладываю на бумажное полотенце. Посмотрите, какие красивые. Чтобы стек лишний жир. Зачем оно?
Все, пусть немножко остывают, а я продолжу. Масла я больше добавлять не буду. Это тоже, я думаю, подрумянится попка. Слушай, а когда перевернешь вот эти яйца оставшиеся, просто залей низ. И будет вообще класс. Так и сделаю. Переворачиваю на обратную сторонку. И, Сережка, делаю твою подсказку. Это ж Да. надо? А, Ну а куда потом эти яйца девать было? согласна. Все, а так будет и омлет, и бутерброды, все в одном. Все готово, смотри какая. Я даже думаю, можно накрыть крышкой и выключить нагрев. Все. Накрываем на стол. Да. Ой, а можно я один съем? Я хочу взять одну гренку. Вот эту вот, она уже холодненькая. Сырный соус. Осталось совсем чуть-чуть. А сейчас доедим. Конечно. Так, сверху. Благодарю вас, друзья, за внимание. А мне приятного аппетита. Класс. Ну и я тогда пошел. А знаешь, с чем вкуснее всего? А с чем? С молоком. Так ты ж чай себе наколотила. А я вспомнила, когда ты сказал с молоком. Я вспомнила, в детстве только с молоком пили. Во. Еще сырок сверху. Полезный завтрак. Всё. Тоже ждешь? Да? Вкусно пахнет? Через 90 минут, друзья, отключаю духовку. И еще оставляю минут на 20, чтобы все процессы приготовления успокоились. Достаем. Да, достаем. Немножко остыло, все процессы приготовления успокоились. И сейчас покажу, что здесь за красота. Опа! Сразу 3 блюда. Горячая капуста и картошка вкусная. Когда баночки немножко остыли, можно подавать. Кто не хочет мыть посуду, можно прямо из баночки вкусить это вкусное блюдо. Опа! Ну, я все-таки, друзья, пересыплю это дело в тарелку. Мне так будет удобнее. Опа. Аккуратно. О. Суп получился полезный, ароматный. И поверьте, друзья, он очень вкусный. Подую. Вот. Никакая кастрюля не сравнится с духовкой и с обычной банкой. Уж поверьте, это очень вкусно. Присыпать зеленушкой и... О, диетический суп прямо получился. Это мое блюдо сегодня. Молодежь наша захотела картофель. Опа. Ух, горячо, осторожно. Как вкусно пахнет. О, посмотри, она прямо рассыпается, эта картошка. Все прекрасно приготовилось. Она прямо тает. Видно, да? А мясо? Мясо? Сейчас Ой, мясо на вилку прям само наехало. Во! И третье очень вкусное блюдо, которое я прямо рекомендую вам приготовить в духовке и в банке. Это, друзья, тушеная капуста. По вкусу совершенно отличается, чем просто сделано или в сотейнике, или на сковороде. Это у меня это с мясом, Сережка. Это с твоим мясом. Посмотрите, какая. Ой, вот такая красота. Я хочу, что... Ой, посмотри, как мясо. Посмотри, оно просто распадается на волокна. Видно, да? Видно, видно. Ну, это просто класс. Я обожаю эту капусту. Просто, друзья, очень горячо. По вкусу мне напоминает капусту с детского сада. Они ее как-то так особенно тушили, она всегда получалась очень вкусная. Это прям ням-ням-ням. Вот так, друзья, я сегодня просто справилась и исполнила заказы всей семье. Получилось вкусно, полезно и очень ароматно. Ставьте, друзья, лайки, делитесь своими идеями в баночках, будем готовить вместе. Поэтому у меня горшковей нету. Банки прекрасно их заменяют. Всем приятного аппетита, мирного неба, вкусной еды, мудрой жены. И благодарных мужей. И полезной еды, друзья. Всем здоровья и благополучия. Ну что, вкусно? Да, сказали вкусно. Ну вкусно, сына? Понравилось? Или вам капусты? А может капусту будешь с грибами еще, тушеную в банках в духовке?
Я тушеную не ем. Не ешь. Вообще не ешь Ты капусту? еще суп ешь. Тушеную нет. А что у нас тут еще? Рыба еще. Лаки, смотри, оп. И мама влезла. Так. Все подряд идет. Все подряд. Что-то интересное нашел, да? Это Ага. мои ниточки. Мои. Это. Что? Давай мяч. Это. Давай. Молодец. Опа. Ищи. Ищи мяч. Ищи. Оп, оп. Ищи. Где мячик? Ну что, а мы начинаем? Да, а мы начинаем КВН. Это точно.